Я призываю вас оторваться от поверхностности современных взаимодействий и отправиться в необыкновенное путешествие в поисках отношений, выходящих за рамки видимости. Сегодня мы исследуем секреты стоиков и то, как они находили и развивали глубокие, значимые связи. Это приглашение не для слабонервных, а для тех, кто ищет настоящую эмоциональную силу и связи, выдерживающие испытания временем. Присоединяйтесь ко мне в этом углубленном исследовании того, как стойки открывали и развивали подлинные отношения. Я призываю вас показать свою истинную силу и стоять на своем до конца этого видео, где мы раскрываем секреты развития значимых связей в современном мире. Мы часто чувствуем себя изолированными от других из-за влияния социальных сетей, технологий и глобального кризиса. Эти факторы затрудняют формирование подлинных связей с окружающими нас людьми. Стоицизм возникает как философия, которая может помочь нам понять и изменить наши стереотипы поведения, особенно при выборе спутника жизни, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на романтической любви. Стоическая философия призывает нас обратить внимание на разумную любовь. В этом видео мы рассмотрим, как применять стоические принципы, чтобы найти человека, с которым можно поделиться глубокими знаниями и значимой связью. Прежде чем мы продолжим, я приглашаю вас поделиться позитивной энергией наступающего года, прокомментировав, как вы верите, что 2024 год будет годом достижений. Начнем с демистификации понятия любви. Мы часто видим миф, увековеченный в романтических историях и фильмах, изображающий любовь как внезапное и эмоциональное переживание, основанное главным образом на физических аспектах. Не позволяйте своему разуму или социальным тенденциям обмануть вас этой иллюзией любви. Любовь – это не что-то, возникающее из ниоткуда, это не что-то блестящее, что можно найти и ухватить, как сокровище. Часто это требует тщательного воспитания, постоянных усилий, непоколебимой преданности, терпения, времени и, самое главное, доверия. Настоящая любовь в ее самой чистой форме – это вопрос понимания, приверженности и признания личности и ценности другого человека. Речь идет об уважении не только того, кем является ваш партнер сегодня, но и того, кем он становится. В этом суть здоровых и любящих отношений. Ваши отношения жизненно важны для вашего счастья и благополучия. Не забывайте, что любовь предназначена не только для вашего партнера, но и для вас самих. По-настоящему любить кого-то значит уважать его, точно так же, как вы заслуживаете отношений, в которых вы оба ценитесь одинаково. Не жертвуйте собой ради того, кто не соответствует вашим ожиданиям. Очень важно сохранять ценность своих чувств. Помните, что время может залечить самые глубокие раны, которые у вас могут быть. У вас могут быть шрамы, но они не останутся навсегда. Более того, вы не можете изменить других и не можете мотивировать кого-то измениться, если вы не хотите. Если вы оказались в подобной ситуации, предлагаю следовать принципам стоицизма. Не привязывайтесь к тому, что вы не можете контролировать. Смотри вперед с уверенностью и оставь позади все, что не способствует твоему счастью. Вы – это больше, чем ваши временные эмоции и чувства. У вас есть возможность выбрать, как реагировать на отказ. Выбирайте оставаться позитивным, учиться на опыте и продолжать свое путешествие мудрее. Если вам интересно найти своего идеального партнера, избегайте самой распространенной ошибки среди мужчин, которые слишком уделяют внимание своей внешности. Я не говорю, что физическое влечение незначительно, без сомнения, это ключевой фактор в уравнении взаимоотношений и важнейший элемент выживания нашего вида. Однако физическая красота временна и не должна быть вашим главным критерием при поиске партнера. Направьте свою энергию на поиск того, кто выделяется своим интеллектом, кого-то, кто может стать вашим лучшим другом, надежным советчиком и постоянной поддержкой в трудные времена. Найдите человека, с которым вам будет комфортно создавать семью и которому вы доверяете иметь детей. Этот совет универсален и применим как для мужчин, так и для женщин. Сосредоточение внимания исключительно на внешности ограничивает ваш выбор и закрывает двери возможным возможностям, особенно если этот человек не проявляет к вам интереса.
Иногда мы инвестируем в людей, которые не реагируют на наши чувства, теряя драгоценное время и отказываясь от важных частей нашей сущности в попытке получить их одобрение. Согласно древней философии, мы должны научиться принимать то, что нам преподносят, с изяществом и мудростью, а не зацикливаться на видимости. Приоритизация качеств, которые способствуют глубокой и значимой связи, имеет важное значение при поиске партнера. Ищите человека, который разделяет общие ценности, эффективно общается и добавляет содержание в вашу жизнь, помимо физического влечения. В поисках спутника жизни поощряйте отношения, основанные на понимании, доверии и общих стремлениях. Найдите человека, с которым вы сможете расти и развиваться, образуя связь, которая выдержит испытание временем. Помните, что красота субъективна, но сила характера, интеллект и совместимость являются прочными и важными факторами. Расширьте свой кругозор, избегая сосредоточения внимания только на поверхностном идеале. Примите разнообразие человеческих качеств и оцените уникальность, которую каждый человек привносит в отношения, увеличивая ваши шансы найти партнера, с которым можно построить прочную и значимую связь. Учитывайте важность общих ценностей и жизненных целей в отношениях, ища человека, который соответствует вашим устоям, убеждениям и стремлениям. Отношения, основанные на принципах и разделяемые ими, с большей вероятностью выдержат трудности и со временем будут развиваться позитивно. Общение – еще один столб здоровой и продолжительной жизни. Найдите партнера, с которым вы сможете открыто выразить свои мысли, чувства и опасения. Эффективное общение способствует пониманию, сочувствию и способности совместно решать проблемы, создавая отношения, в которых обе стороны чувствуют себя услышанными, ценными и уважаемыми. Кроме того, примите концепцию дружеских отношений, выходящую за рамки романтического аспекта. Ваш спутник жизни должен быть не только романтическим интересом, но также надежным другом и доверенным лицом. Ищите качества, выходящие за рамки первоначального очарования, такие как лояльность, надежность и искренняя забота о своем благополучии. Путешествуя по сложному ландшафту отношений, помните, что личностный рост – это постоянный путь. Выберите партнера, который поддерживает ваши стремления и поощряет ваше индивидуальное развитие, создавая среду, в которой вы сможете вместе процветать и процветать. Столкнитесь с отказом, понимая, что он не отражает вашу собственную ценность, поскольку каждый человек уникален, со своим опытом, ожиданиями и перспективами. Отказ может указывать на отсутствие согласованности между этими элементами, что часто проясняется только со временем. Так что будьте настойчивы, потому что каждое полученное вами «нет» приблизит вас к «да», которое изменит вашу жизнь. Помните, что в мире бесчисленное множество людей, и отказ просто означает, что этот конкретный человек может не оценить ваш истинный потенциал и ценность, которую вы предлагаете. Продолжайте свой путь самосовершенствования, поскольку это полезно для вашего благополучия. Завершите это видео несколькими заключительными советами, вспомнив пример Фастины, дочери императора Антонина Пия, которая была не только женой Марка Аврелия, но и его спутницей жизни, доверенным лицом и другом. Они жили примером истинной и уважительной связи, разделяя глубокую связь, очевидную в их письмах и совместных решениях. Вместо того, чтобы разочаровываться из-за отказа, считайте это возможностью исследовать новые возможности и эмоциональные переживания. Каждый отказ можно рассматривать как приглашение воспользоваться различными возможностями на жизненном пути, полном смысла и встреч. Открываясь разнообразию людей и связей, вы увеличиваете свои шансы встретить человека, который по-настоящему ценит вас. Устоять после отказа – это не только акт аутентичности, но и демонстрация устойчивости. Способность противостоять возможности быть отвергнутой ценна, укрепляя уверенность в себе и самосознание. Когда мы ищем партнера на всю жизнь, важно выйти за рамки поверхностных критериев и ценить такие важные качества, как честность и сочувствие. Построение значимых связей выходит далеко за рамки внешнего вида и требует времени и усилий, чтобы понять важность любви к себе как основы здоровых отношений.
История Маркуса Аурелия и Фастины подчеркивает моральное мужество, стойкость и преданность, демонстрируя, как эти стоические принципы могут направлять не только интимные отношения, но и лидерство в условиях политических проблем. Приверженность таким добродетелям, как умеренность, справедливость, мужество и мудрость, служит моральным руководством, придавая силу перед лицом невзгод. Применяя эти вечные уроки к современным отношениям, можно развивать устойчивые ассоциации, основанные на общих ценностях. Философия стоиков призывает задуматься о приверженности честности, устойчивости и взаимопониманию, рассматривая проблемы как возможности для роста. Если вам понравилось видео, не забудьте включить уведомления, поставить лайк и подписаться на канал. К следующему.